Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна. Я являюсь администратором общественного фонда «Реванш». Деятельность нашего фонда направлена на обеспечение безбарьерного доступа ко всем медицинским услугам и социальным программам людей из уязвимых слоев населения. Целевые группы, с которыми мы работаем, это люди, живущие с ВИЧ, лица, вышедшие из мест лишения свободы, люди, употребляющие наркотики и их близкое окружение. Хочу рассказать немного о себе. Я являюсь представителем всех указанных сообществ и целевых групп в нашем фонде. У меня очень большой опыт мест лишения свободы. Я очень много лет употребляла наркотики. И сейчас я кардинально поменяла все свои принципы, все свои убеждения и нашла предназначение свое в помощи людям, оступившимся, таким же, как и я когда-то. В нашу деятельность входит комплексный подход к людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Проводя исследования, это по проекту Сити, проводя исследования, мы нашими сотрудниками было понято, что самый главный барьер для успешной ресоциализации, для успешного восстановления социального статуса, для успешного вливания в социум – это документы, прописка и место жительства. Мы апробировали и внедрили комплексный подход и комплексное оказание услуг методом от одного окна. К нам в наш фонд обращаются люди не только из заданных целевых групп, но и их близкое окружение, где мы оказываем услуги по экспресс-тестированию на ВИЧ, так как многие наши клиенты не могут получить доступ к медицинским услугам в связи с отсутствием документов, либо наркопотребление, либо просто незнание своих прав, куда обратиться и к кому пойти. Лица, вышедшие из мест лишения свободы, также входят в категорию лиц, кому мы оказываем нашу помощь. За 3 года работы мы выявили проблемы, которые являются барьером к успешной ресоциализации осужденных в социуме. Это отсутствие родственных связей. Человеку зачастую некуда пойти. Это длительное поступление документов из мест лишения свободы в контролирующий орган. Это психологическая нестабильность и полная дезориентация и рассеянность в социуме. Это сложности в трудоустройстве, это самостигма и дискриминация самого общества. Со всем этим человеку приходится жить по выходу с мест лишения свободы, и без посторонней помощи шансов на успешную ресоциализацию маловато. С внедрением института службы пробации в нашей стране лицам, вышедшим с мест лишения свободы, появилась возможность улучшить свои качества жизни с помощью офицеров службы пробации, их функциональных обязанностей. Мы проводим в течение 3 лет, мы проводим очень много встреч с правоохранительными органами, с службами пробации, с управлениями благосостояния.
с управлением здравоохранения, со СПИД-центрами, потому что считаем, что успешная ресоциализация – это комплексный подход, комплексная работа в команде всех ведомств. Это как теплая передача пациента, клиента. Это должно быть что-то такое, чтобы человек мог подумать, что он мог осознать, что он нужен этому обществу и что он не останется один на один вот со своими вот проблемами. Также в работе мы выяснили такой вот барьер, что у нас в городе есть центр социальной адаптации для временного пребывания лиц без места жительства определенного. Но туда невозможно размещение женщин с детьми. И если женщина вышла с мест лишения свободы, состоит на учете в службе пробации и имеет детей, и оказалась в трудной ситуации, в этот центр ее не возьмут. Также в нашем городе есть 8 кризисных центров, которые оказывают поддержку женщинам, жертвам бытового насилия, сексуального рабства, ну и оказавшихся в разных кризисных ситуациях. Но учитывая наш опыт работы и анализ всей этой работы, мы к выводу пришли, что женщин из нашей целевой группы, женщинам из нашей целевой группы очень сложно получать услуги в кризисном центре, где содержатся женщины других целевых групп. На это очень много причин, и сама стигма самой женщины, и дискриминация остальных клиенток этого центра. Поэтому мы считаем, что возникла острая проблема в гендерочувствительном подходе к этой ситуации в нашей стране. Также мы взаимодействуем с Центром занятости населения, и сейчас улучшается доступ людей к трудоустройству, но все-таки очень много трудностей как с самими бенефициарами и мотивацией их, ну так и с работодателями, потому что именно дискриминация в том, что человек ранее судимый, это какое-то клеймо, это навешивание ярлыка, это отсутствие доверия, то, что, естественно, не дает возможности устроиться человеку на работу. Вот мы разработали модель комплексного подхода, мы ее разработали, мы ее опробировали благодаря поддержке и фонда Сорос в Казахстане, и ЮНПФА нас поддерживали. Мы, исполняя несколько проектов, мы работали над этой моделью. И вот она у нас уже есть, мы ее внедрили в своей деятельности и работаем по ней. Еще одна целевая группа наша – это люди-потребители наркотиков. Хочется заметить, что наркосцена изменилась, изменилось действие наркотиков, изменилось качество наркотических средств, изменились способы их потребления. И поэтому здесь мы видим потребность в открытии реабилитационных центров именно с изучением вот этих психоактивных веществ, разработать какие-то снижения вреда. Это очень важно, потому что, ну, если честно, общественники уже мы бьем тревогу. Это уже серьезная проблема возникает и среди молодежи, и среди уязвимых слоев населения. Ну и у нас в планах провести исследование, социальный портрет бывшего осужденного. И
данные этого исследования, я думаю, лягут в изменение Уголовно-исправительного кодекса. Такие дерзкие мысли. Мы работаем сейчас над укреплением межведомственного взаимодействия, потому что это очень важный и самый, можно сказать, самый решающий фактор в успешной ресоциализации – это взаимодействие, о чем я уже говорила, как теплая передача. Человекоориентированный подход – это у нас новое слово, которое очень такое приятное и многообещающее. Небольшой пример. У нас в городе выплачивают пособие лицам, вышедшим с мест лишения от свободы, единовременное пособие. Но чтобы получить это пособие, надо пройти большое количество препятствий, препон и бюрократических этих заморочек, чтобы получить это пособие. И в итоге, человек, естественно, очень сложно добивается этих выплат. О чем я и говорю, что нужен гибкий, человекоориентированный подход в нашей деятельности. Очень хочется отметить на работу равных консультантов. В нашей организации почти 90% сотрудников – это представители сообществ указанных. Это те люди, которые нашли в себе силы поменять какие-то жизненные свои ориентиры, нашли в себе силы отказаться от чего-то в прошлом и смогли найти себя, придя к нам, пройдя обучение, пришли и нашли себя, и уже как специалисты равны равному на собственном примере, на собственной истории успеха. Они помогают людям, мотивируя их на какие-то изменения, на какой-то другой взгляд на свою жизнь.